Это Албания, детка. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на пятый выпуск подкаста, который называется «Это Албания, детка». И сегодня мы с Катериной будем обсуждать медицину, все, что с ней связано. К сожалению, Миша, он же Майк, сегодня не смог нас посетить, потому что у него некоторые проблемы со здоровьем, а точнее температура. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы он снова встал в наши ряды. А пока мы будем просто говорить про медицину, наш опыт здесь, в Албании. Начну я, потому что я считаю, мой опыт уникален, но не только поэтому, а просто потому, что я хочу об этом рассказать. Медицина в Албании, если мы говорим о платной медицине, в принципе, проблем никаких нет. Есть частные клиники, вы туда приходите, заносите деньги, вам мило, с улыбочкой все делается и всякое такое. Проблема, конечно, кроется скорее, на мой взгляд, в профессионализме этих людей, потому что далеко не все из них профессионалы. Ну, скажем, к примеру, это можно прийти, сделать какой-то анализ, какой-нибудь там, не знаю, соскоп или что-то такое, а чуть ли не врач скажет тебе, ну, пойди сам сделай, или там что-то, в общем, даст тебе какой-то это, ничего не объяснит толком, и говорит, ну, сделай сам. Вот таким примерно образом сдаются анализы иногда в частных клиниках, иногда нет. То есть зависит от того, кому повезет. Надо смотреть по отзывам, выбирать. То есть у меня был такой опыт, который, в принципе, не сильно отличается от других стран, других южных стран, так скажем так. То есть вот в лаборатории проблем нет, можно сдать все анализы. И, естественно, выбирайте врачей-профессионалов. То есть можно посмотреть, разобраться, где профессионал, где не очень, посмотреть отзывы, спросить у местных. Самое главное, спросить у местных, спросить у комьюнити вокруг города, где вы находитесь, либо Дуруса, либо Тирана, либо Влера. Нужно изучить. В случае со стоматологией, вот у меня стоматология, другой пример был, нужно было вылечить зубы. Естественно, я пошел в первую попавшуюся клинику, и это была моя снова ошибка. В этой клинике мне говорят, ну, пойди отдельно сделай, значит, снимок зубов. Я, хорошо, пойду сделаю снимок зубов. Куда идти? Ну, пошел в первую попавшуюся, опять же, клинику, которая специализируется на съемках. Сделали снимок зубов. Хорошо. Сделали и сделали. Отнес этот снимок к врачам. Врачи вроде как подлечили мои зубы за недорогие деньги, там буквально, не знаю, за 30-40 евро что мне там починили, сделали пломбу. Вроде бы все стало на свои места, но хотя мне не очень понравилось качество, которое они сделали. Ну да бог с ним. То есть все стоит, пломба на месте, ну просто как это все делается, мне все равно не очень понравилось. То есть не в идеале. Медицина. Катерина, у тебя опыт несколько другого плана, связанный с постановкой на учет и вообще, в принципе, я бы сказал, также даже с бесплатной медициной в том числе, да, я насколько понимаю? Поскольку у меня и у сына ездили в ВНЖ, и возникла необходимость посетить врача, очень острая и срочная, мне пришлось это делать все в очень таком ускоренном режиме. Вот. Но поскольку никакой доходчивой, никакого гайда или там инструкции, мануала по поводу того, как здесь получить бесплатную медицинскую помощь, нигде не было, ни в наших чатах, друзья тоже мне не могли, к сожалению, оказать помощь в этом деле, то есть мне пришлось делать это все самой, после чего я как раз и оказалась первым человеком, который сделал достаточно такой подробный мануал, как встать на учет к местному специалисту. И как же? Значит, и как же? Да. Есть два способа. То есть можно встать на учет через госуслуги местные, Албания, о которых мы уже говорили много раз. Подробно все инструкции есть так или иначе в наших всеобщих албанских гайдах, потому что подробно останавливаться на этом процессе смысла нет. Скажу лишь, что вам придется на разных шагах заполнения анкеты выбирать доктора из перечня. И вот здесь вот и может возникнуть главная проблема, потому что вы не знаете, там не указано, какой доктор принимает на каком участке. Все города, каждый город разбит на определенные участки, и, соответственно, каждый участок приписан к той или иной, скажем так, я даже не могу назвать это поликлиникой, это такой приемный пункт. Это небольшие помещения, разделенные на две половины. В центре это регистратура, в одну часть это педиатрия, то есть это детский врач принимает, и другая часть этого пункта это взрослый терапевт, который и будет являться вашим семейным терапевтом. Похоже ли это все на российскую систему или вообще иначе все выглядит? То есть насколько это все похоже? Да, это похоже на российскую систему. Регистратура, да? Регистратура есть, которую приходишь и говоришь, мне к такому-то врачу нужно пойти, да? Не так. Не так? У нас в поликлинике все специалисты собраны.
Как дело обстоит во Влёре? Влёра небольшой город, поэтому здесь поликлиника на весь город, она одна. Одна, да. Она большая, да. Врачи, семейные терапевты и педиатры, они принимают, пункты буквально насажены на каждом шагу. И вам нужно понимать, регистрируетесь вы через Е-Албания или регистрируетесь вы ногами. Вот как я сделала в конечном итоге. Вам нужно все равно понимать, к какому врачу, то есть узнать фамилию этого доктора. А как Имя, же вы фамилия. узнаете навыки этого врача? Скажи, как ты вот узнаешь, что этот врач вот именно хороший специалист? Там указано хотя бы, закончил такие-то университеты, там профориентация такая-то, или там что-то вообще есть? Или просто вот имя у кого-то нужно по слухам узнать? Это Нет, нет, типа, нет, это не по слухам делается. Тебя приписывают конкретному доктору, у которого еще есть места. В этом смысле система м, больше похожа на канадскую. мгм, мгм, мгм. Вот, поскольку у меня опыт был как бы постановки в 3 странах, да, то есть Россия, Канада, Албания, это больше система канадская. Но в Канаде ты, например, можешь по рекомендациям себе сам выбрать врача. У меня семейный доктор был на другом конце города, и я ездила туда, там, час, допустим, в Канаде. Понял. А А здесь, здесь здесь ты не можешь как то бы. здесь ты тоже как бы можешь это делать, но мне как бы не было смысла, потому что тот врач, которого мне назначил район, вот которого меня приписали, у меня, вот чтобы вы понимали, у меня есть пункт прямо в моем доме, но меня Мгм. туда не направили. То есть это значит, это говорит о том, что врач перезагружен. Там уже все, у него вот как бы он забит своими подопечными до отказа. И меня отправили к другому врачу, который тоже, на самом деле, пункт находится буквально 3 минуты ходьбы от моего дома. Он точно так же устроен, как и все пункты по Влёре. Вот. И очень хороший доктор оказалась, она очень хорошо говорит на английском языке, и чего мне от добра добра искать, понимаешь? То есть сколько бы времени я еще потратила на поиски доктора, который бы меня там удовлетворил на 200%. То есть меня мой доктор абсолютно устраивает, потому что она, грамотный специалист, я это вижу, и она очень хорошо владеет языком, что оказалось вообще не очень частая история. Английским Ну, языком. практически, да. В основном они все владеют, особенно молодые врачи. Там, Естественно, говорим про английский язык. Потому что, ребята, если вы говорите на русском, то, скорее да, всего, у вас шансов вообще никаких. Потому что здесь все на да. английском То есть взаимодействует. нужно обязательно, да, знать хотя бы английский язык. Вот. Они говорят еще на итальянском в большинстве своем. У меня опыт был в частной клинике общения на русском языке с одним доктором, просто потому что у него жена русская, вот поэтому у него как бы такой случай. В принципе, такое тоже имеет место быть, но это полагаться не стоит, и это скорее исключение, чем правило. Так, Ну да. хорошо? Мгм. Вот. То есть меня мой доктор абсолютно устраивает, она же принимает и Ивана, и когда я все-таки после длительных мытарств а, отыскала этого доктора через свою районную администрацию, меня к ней направили, я пришла вставать на учет, регистрироваться, и она же и Ваню тоже поставила сразу же на учет, то есть моего сына. Вот. Сделать это можно, если у вас есть вид на жительство, пластиковая карта. То есть, когда вам назначают вашего семейного доктора, вы приходите в этот пункт, становитесь на учет, там ваши данные все вносят в компьютерную систему, в онлайн-систему свою внутреннюю доктора. И у меня возникла небольшая проблема, но я предполагала, что именно так все и выйдет, поскольку у меня срок действия ВНЖ закончился, а новый я еще не получила. То есть у меня был временный ВНЖ, с ним зарегистрироваться нельзя, потому что там нет в этой бумажке вашего номера постоянного. Вот. И доктор все равно вас примет обязательно, то есть все рекомендации вы получите, но направить на анализы, например, или к специалистам она вас не может, доктор вас не может. То есть для того, чтобы была такая возможность, бесплатная сдача анализов и бесплатные специалисты, которые принимают уже в поликлинике, вот в этой общегородской, вам необходимо иметь постоянный ВНЖ в виде пластиковой карты с номером, там, со всеми делами. Вот. У Ивана другая история, поскольку у него нормальный ВНЖ, все с ним хорошо, то есть он стал на учет, и все было как бы ок.
Вот, Ивану тоже была необходима помощь специалиста, офтальмолога, поэтому мы попытались вместе с доктором внести его, ну, то есть она попыталась ему назначить, сделать appointment со специалистом. Appointment, это то бишь записать на встречу с врачом? Да, Или записать на прием, да. прием, да. Вот, но этого не получилось через систему, и она нам порекомендовала, она просто дала лайфхак, она сказала, идите прямиком в госпиталь, там принимают все срочные случаи, Без emergency, всяких то документов, есть, да, да, без всякой если езды. какая-то нужна срочная помощь, говорит, ваш случай как раз подпадает под эту emergency, и не говоря уже там о случаях с температурой, с высокой, каких-то вот проблемах, тоже тут были проблемы со спиной у знакомых. Мало того, машина скорой помощи в Албании бесплатная. Есть другой момент. При вызове машины скорой помощи вам придется пообщаться с женщинами, которые принимают, сидят, ну, с операторами, которые сидят на приеме вызовов, и, скорее всего, они не говорят на английском языке, то есть вам придется как-то решать вот эту вот проблему коммуникации, как им объяснить, в чем заключается ваша тавтология проблема, но, тем не менее, вот имейте это в виду. Нам не нужна была машина скорой помощи, мы до госпиталя оба дошли ножками. Меня, причем без направления, я тоже туда явилась, и мне сделали флюорографию бесплатно, абсолютно. Вот. И Да, скажем сразу, что в Авлёе это уже госпиталь находится. Госпиталь в Албании называется Спитали. Вот, и он находится, естественно, во всех городах, ну, больших уж точно. Чтобы добраться до госпиталя в Авлёре, ну, пройти пешком надо минут, наверное, 40, так, где-то из центра, да? Потому что или где-то 30. То есть такое довольно долгое путешествие. у Вот. нас в Либо центре 30 минут, да, из центра 30 минут. 30 минут. От меня где-то, ну, 35-40 минут мы гуляем. Да. В Либо, Азбане либо гуляем такси. Либо до такси, конечно. госпиталя, да. Если у вас какая-то тяжелая ситуация, вы не можете идти, или там рвота, понос, все что угодно, тогда, да, либо берите такси, либо вызывайте emergency. Но имейте в виду, что вам придется объясняться на албанском языке. Ну, либо, как всегда, универсальный способ общения с врачами и со всеми, кто угодно на улице, если они не понимают по-английски или по-итальянски, не знаю, если вы знаете итальянский, тогда, естественно, открывайте Google Translate и Google Translate набираете и показываете это все врачам. Только так, и это Нет, очень сильно помогает. это если в случае вызова машины. Обычно все Безусловно. врачи говорят на английском языке. На приеме, на ресепшене в госпитале тоже говорят на английском языке. Или они позовут медбрата или медсестру, которые тоже говорят хорошо на английском языке. Да, да, то есть проблем нет обычно. То, ну, как бы госпиталь выглядит очень хорошо. То есть ресепшн современный, и ну вот мы с Димой там бывали, как бы и порознь, и вместе один раз ходили. То есть, в принципе, проблем с коммуникацией уже, если вы добрались до госпиталя, проблем с коммуникацией внутри госпиталя не будет. Я говорила о проблемах на этапе вызова скорой помощи. Я приведу свой личный пример в случае с госпиталем. Однажды поскольку у меня покусала собака, мне нужно было пойти в госпиталь, когда я хотел сделать себе от бешенства прививку, которую мне не сделали. Ну вот я пешком дотопал до госпиталя, хромая со с моей больной ногой, которая кровоточила. Вот, и говорю, вот там помогите. Вот, они просто говорят, ну вот тебе йод, вот тебе ватка, вот тебе помашь. Вот в плане, вот такой сервис был в плане таком. Я понял, вау, в общем-то, отлично, интересно. Я обалдел, как насколько это было качественно, конечно. Ну, то есть, ребята, понимаете, что зависит от ситуации. Конечно, если бы они видели, что я погибаю, они бы другие меры применили, то они просто видят, ну, чувак, ну, немножко там кровоточит рано, ну, хорошо, помажет, там, промоет водой и все, как бы, да? Поэтому вот. Но объективно, ну, действительно, рано, ну, какая она была? То есть они видят, что она не какая-то. Но Да, я да. тебе хочу сказать, что когда я пришла туда первый раз, офтальмолога не было, вот по Ваниной проблеме я пришла туда... Нет, мы пришли с Иваном уже. И нас принимал не врач-специалист, нас принимал... Либо это был дежурный доктор, либо это был дежурный медбрат какой-то там старший. И когда я ему объяснила, в чем проблема у Ивана, что вот нам нужен офтальмолог, и нам нужно, ну, как бы к специалисту, и, скорее всего, дело будет закончиться операцией, потому что это не первый раз. Вот, и я просто показала Википедии, то есть какой у него диагноз, то есть это его хронический диагноз, скажем так. Вот.
доктор тут же назначил те же самые капли, те же самые препараты вот до визита уже к офтальмологу, Мгм. которые Ивану назначали в России. Мгм. То есть вот глядя просто на диагноз, он сразу сказал, вот пока к офтальмологу приходите там, допустим, через 2 дня, вот, она будет на месте в такое-то, такое-то время. А пока пользуйтесь вот этими препаратами. Все, мы вышли из госпиталя, тут же зашли в аптеку, тут же приобрели эти препараты. И Иван говорит, да, это все то же самое, что и в России мне назначали. Прям один в один. Вот, то есть это говорит все-таки о профессионализме. Ну, для меня это сказала много. Понимаешь, то есть он не развел руками и сказал, там, ну, идите сами что-нибудь там придумайте себе и поделайте. Ну, по правде говоря, Катюш, сейчас нынче в компьютер любой доктор вбивает там диагноз, и тут же у него препараты на компьютере, на экране вываливаются все, которые возможны. Так что Даже не вбивал в вот. компьютер, он вот так вот посмотрел на наш Он просто телефон, знает. выписал Ну, так рецепт. и я некоторые знаю там лекарства по там своим каким-то болячкам тоже моментально могу сказать. Поэтому ты же понимаешь, что здесь такое, Но да. он знает по всем болячкам. Ну да, не совсем Понимаешь? болячки. Я Он знает понимаю, по я всем понимаю. болячкам. В этом как бы все-таки отличие доктора от Ну, то есть, обычного человека, потому что ты придешь, и он тебе сразу как бы выдаст. Понимаешь? Ну, я хочу без- сказать, свой опыт, сравнивая с Америкой, опять же, немножко у тебя как бы не то, что Мгм. резюмирую, а личный опыт добавляю. В том плане, что в Америке, вот, да, вся процесс гораздо более медленнее. То есть, если прийти на прием, опять же, нужно просидеть, подождать врача, записаться на прием за месяц, потом ты придешь, и опять же, то, что тебе лекарства выпишут, они как бы, там целое дело, чтобы тебе что-то выписали и тебя подлечили. То есть, ты пока долечишься, уже не знаешь, что с тобой будет. Здесь, конечно, в этом плане нет никакой проблемы, что врачи вот так вот реагируют. А если вас не приняли в бесплатном госпитале по какой-то причине, не знаю, например, загруженность или что-то такое, хотя, конечно, я думаю, скорее всего, примут, вот, то, конечно, можно пойти в частную клинику. В частной клинике, если что-то несрочное, вылечат вообще без проблем. И на прием в тот же день вы там отдали за прием что 20-25 долларов за прием к врачу, из того, что я помню, ну, вернее, евро, извините. Вот. И все, вас уже через полчаса вас уже врач принимает, вы сидите, разговариваете. Через еще минут И 20 даже вы уже... быстрее, да, даже Ну, быстрее. у меня просто такой случай был, что меня вызывали врача, именно позвонили ему, чтобы он пришел. Просто Мгм. врач, специалист. Вот. И после этого вы уже идете в аптеку с направлением, там вам лекарства, все. То есть вот. Так что в этом плане все быстро. Хотя Албания неторопливая страна, но в плане медицины, вот в этом плане, конечно, хоть мне хочется сказать, что есть куча проблем, на самом деле, в принципе, несложные кейсы очень легко разбираются. То есть, вот. Да. Ну, то есть даже и какие-то там, скажем так, средней сложности с более тяжелыми кейсами мне сталкиваться не приходилось, но вот знакомые сталкивались. Если это то есть вы можете получить и направление на МРТ, и на разную там диагностику, и на анализы, все это бесплатно, но если это бесплатно, имейте в виду, что это будет как в России, как и в Канаде в той же самой, то есть вы будете ждать не меньше месяца. Вот Ну, так вот, да? очередь. Да, да, То есть это тоже во всех очередь есть. странах одинаково. То есть Мгм. если вас направляют на диагностику, на МРТ или там на рентген, ну, то есть, Ну, это если бесплатно, да, если без да, бабушки. бесплатно, да. Если бесплатно, то вам придется ждать очередь. Это, Если платно, то говорю своему если кейсу, платно, вы в этот же день идете, оплачиваете и все, получаете свои. оплачивайте свои 50-100 евро, а то и Да. 150 и все, вот нас это. Опять же, все зависит как бы от вашего желания. Осмотр специалиста вы, в отличие от Канады, от той же самой и от Штатов, вы получите, ну, максимум там вам придется подождать 2 дня. Вот Мгм, так. То есть мгм. нет такого, что вам нужно там, или вот немедленно, да, как в нашем случае, если там. Ну, как немедленно? Вот он нам сказал, что она будет через 2 дня в такое-то время, приходите, мы ее предупредим, она вас будет ждать. И так и было. То есть мы пришли к офтальмологу, она уже его осмотрела, тоже такой же точный процесс. Да, кстати, кабинет был очень хорошо оборудован. То есть оборудование суперсовременное. Я сравниваю с Россией. В России мы ходили к офтальмологу, и там, ну, такое Ну, смотря оборудование где в России, конечно, уставшие. если мы говорим Ну, знаешь, об Москве, жили, да, мы жили во Владимирской области, вот, в Влёр тоже не Тирана, да, да, в Лера тоже поэтому ветераны. если сравнивать там Москву и Тирану, то вот надо сравнивать их. А мы как раз вот приблизительно такая же история, то есть
И причем Владимир это, извините, 300 тысяч населения, а Авлера это 70 тысяч населения. При этом оборудование суперсовременное. Да, Вот. да. То есть Поэтому, да, в этом смысле я, в общем-то, даже вот, ну, здесь-то это как-то получше устроено, чем в России, за скажем так. более хорошим качеством медицинского обслуживания, то есть если у вас какой-то более сложный, тяжелый кейс, конечно, он придется ехать в Тирану, скорее всего. В Тиране гораздо больше клиник и частных, и госпиталей разных, и там на любой вкус, и американские там госпитали есть, и немецкие есть, там просто набирайте в карте, увидите много разных вариантов. То есть и платно, и бесплатно, то есть опции есть, куда пойти. В общем-то, я думаю, вы... И даже у меня такой кейс был, что в одном отделении, скажем так, не было какого-то врача, они тут же набирают, причем очень, так албанцы очень гостеприимные, ну, так сказать, и в плане общения тоже, да, всякого разного, в плане Нет, обслуживания. ну тут Тут же дело наберут и не в том, другому что они врачу. стараются помочь, они Да, тут же да, стараются помочь, они тут же при вас всех обзвонят, всех, да, кого, да. кого они подозревают, Да, да, они не что будут эти там, люди могут вам помочь. они И не они будут там говорить, ну, вы обязательно, придите да, через неделю приедете, там, может быть, они сразу, как бы, если знают, от то они вас не помогут, да, отмахнутся, вас да, да. никак не проигнорируют, вам обязательно постараются помочь так или иначе и дадут совет. В Авлере у нас, например, нет этого МРТ. То есть, если делать МРТ, вас направляют в Афиер, это ближайший город, либо в Тирану вы поедете. Вот. И еще Дурас есть, Дурас это Тажика, ну, скорее всего, в Тирану, да. Да, вот. И если вам нужно срочно какие-то вот диагностику какую-то провести, то да, будьте готовы, что это будет платно, но, естественно, это стоит совсем других денег, это стоит гораздо дешевле, чем во всех там европейских странах и не говоря уже там о Северной Америке. Вот. При этом медицина на очень хорошем уровне. И когда уже дошло дело до операции у Ивана, тоже ему сделали операцию на глазах в нашем же госпитале. Но это, не, чтобы понимали люди, это не операция на глазу, это операция на веки была. Вот так. И все то же самое, точно так же ему делали операцию, как и в России. То есть квалификация очень хорошая. И доктор говорит на английском прекрасно, замечательно. То есть мы смогли объяснить проблему, она тут же все вообще назначила дату, вот, назначила подготовку, то есть там нужно было определенный подготовительный какой-то период провести лечение. Вот. И, значит, нас перед операцией поместили в палату, где он дождался своей очереди, потому что кроме Ивана в этот день еще там было несколько человек записаны тоже на похожую процедуру. Вот. И если вот у Димы получится, он прикрепит, ты прикрепишь видео, да, Такое видео, да. по поводу, вот внутри я постаралась снять так, чтобы все-таки не попадали в кадр другие пациенты, вот. Но приблизительно представление о палатах внутри госпиталя вы сможете получить. И я скажу, это ничуть не хуже, чем провинциальные, скажем так, госпитали в России. Вот, бесплатно, это даже лучше, потому что я просто вспоминаю наш госпиталь в Суздале, до ремонта это был просто полный трэш. Такой, Хорошо, что... я Да, понял. То есть, в вот. принципе, опции есть. И есть вот бесплатная опция, как мы обсудили, да. И есть платная, когда ты хочешь заплатить врачу. Не знаю, в курсе ты или нет, есть ли какие-то страховки, которые можно купить, скажем, скажем, если ты не хочешь бесплатно, ну, как бы, Для но и не хочешь туристов, да, для для туристов, туристов. да, Я можно купить. рекомендую, да, для туристов. Если вы приезжаете на какой-то, ну, даже пусть это будет 2 недели, во-первых, я всегда покупаю страховку, куда бы я ни ехала. В Мгм, мгм. любую там страну, любой регион мира я Да, всегда это покупаю разумно, это разумно. страховку. Вот. И я выбрала такую страховку, которая бы покрывала в том числе и какие-то, ну, специфические, скажем так, заболевания, потому что никакой гарантии здесь у вас нет. Вот. То есть не самую дешевую страховку, которая берет только emergency, да, то есть она здесь покрывает только emergency. Вот. А я бы брала такую страховку, которая покрывает там и анализы, и зачастую какие-то препараты даже. То есть вы там заплатив, допустим, 100 евро, но вы получите все.
или там 70, я не знаю, тут уже от срока Там, зависит. там уже разные страховки есть, разные все уровни, Да. конечно же, да, То есть непосредственно. берите обязательно медицинскую страховку, и тогда по страховке вы будете получать все вообще бесплатно. И я думаю, что месячная страховка стоит гораздо дешевле, чем вот наша годовая страховка. Вот. У нас такая страховка тоже есть, мы просто обязаны ее оформлять при подаче на ВНЖ. Вот Поэтому расскажи про нее, расскажи, сколько она стоит и что, как бы, какие условия. ну, это самая дешевая страховка, это 50 евро она стоит, это на год. Год, на год. Ага. Да, это на год. Страховка годичная, и туда входит, она покрывает только, как я уже сказала, срочную помощь. Мгм. То есть emergency ситуации Ну, по какие-то. большому счету, ты можешь и без этой страховки пойти в срочную помощь, как вот я пошел, у тебя все равно обслуживают. То есть это вообще не, Да, 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 особого значения это вообще не имеет. туристов в госпитале без страховки, то есть эта страховка фактически бесполезная, Да, потому да. что здесь в госпиталях, я не знаю, как будет дальше, но пока по срочной помощи медицинской в госпитале принимают бесплатно всех, независимо от вашего Так. статуса, Обычно даже турист бумажки не или, спрашивают, вы да, приходите и все. или у вас ВНЖ, нет, нет, нет. У них вот здесь вот такая вот, ну, видимо, это прям буквальное следование клятве Гиппократа, что Да, если да, это правда. человеку плохо, вы обязаны ему помочь, неважно там какой у него статус, он гость или он здесь проживает, резидент страны. То есть это как бы вот, В вот этом так. плане молодцы, да. То есть Да. врачи, специалисты есть. Видишь, я в начале беседы начал говорить, что вот такие-сякие. На самом деле врачи-специалисты есть и должны, это, как бы, естественно, должны признать, что есть очень хорошие Нет, здесь специалисты. специалисты очень хорошие. Я могу сказать, что у меня у знакомых а, там сестра знакомого и ее муж, они после работы в американском госпитале в Тиране, после образования, полученного в Албании, они очень легко нашли себе работу в Германии, как медбрат и медсестра. То есть специалистов здесь албанские медвузы готовят очень хорошо. Ну или Очень хорошо. непосредственно стажировка, Потому что допустим, они у них все там. уезжают. И сейчас вот недавно совсем была забастовка у студентов медицинских факультетов в Тиране, поскольку правительство решило устроить им такую отработку. То есть после окончания вуза они должны какое-то время проработать в Албании. Вот. И Мгм. они пошли на протесты, потому что, естественно, ну, поскольку зарплаты не сравнить с уровнем зарплат медиков Зарплата в маленькая действительно. Европе, они все уезжают туда. Да, С да. этим здесь проблема, да. Да, Вот, но и, кстати говоря, и пару слов, если вы сами, допустим, врач и хотите в Албанию приехать, так как специалисты нужны, насколько я знаю, из того, что изучал на форумах, специалисты в основном требуются в Тиране и в Дурасе. Во Валёре я не знаю, ищут они, не ищут, но из того, что я читал, вот там, из того, что кто набор проводил, там, помню, люди писали, ищут. В основном, конечно, да, рассчитывайте на Дурас и Тиран, там вы будете востребованы. Во Валёре, вот не знаю, еще большой вопрос. Так вопрос о покупке недвижимости, опять же. Ну да, 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 это, я не знаю, я просто этим не интересовалась, но во всяком случае, по-моему, у них здесь комплект. Вот. То Да. есть и госпиталь, и какие-то вот эти приемные пункты семейных врачей, и поликлиника, она укомплектована. Вот. Несмотря на то, что очень большой отток специалистов в Европу из Албании, любых специальностей, тем не менее, вот в Авлёре, ну, специалистов хватает, вот, и все они достаточно хорошего уровня. Я думаю, дорогие слушатели, на этом мы завершим, потому что и так довольно емко получилось про все процедуры, связанные с получением обслуживания медицинского и прихода к врачу непосредственно на прием. Думаю, у вас будет общее впечатление, что медицина в Албании есть, можно сюда приезжать, лечиться. Если какие-то проблемы возникнут, вас в беде не оставят. Так что спасибо за просмотр и пока!